Sen bayağı bir albura kadınısın artık, biliyorsun değil mi? Farkındasın. Yo, ben hala sadece anneyim. Sonra hekimim. Herkes dışarı. Bir de senin eşinim işte. Sen bize bunu nasıl yaptın baba? Bunu ancak bir alçak yapar. Ben kendimi kandırmışım. Katil senmişsin, görememiş. Ben size ihanet ettim. Oranın katili benim babam. Lütfen yapma, ben yaşayamam, yapma. Aramadı. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. Справляется ли Алия со своей ролью госпожи день за днем? Узнала ли Джихан, что именно Экмель устроил ей ловушку и подстроил все так, будто она напала на жандармерию? Куда Джихан отведет Экмеля? Что сделает Шахин, узнав, что его отец Экмель пытался убить барана? Когда Алия соберет жителей деревни и раскроет гнусный план Экмеля, что сделают жители деревни, узнав, что их обманули? Убьет ли Джихан Экмеля? Откроются ли глаза Кае? Воссоединятся ли Зерьян и Кая? Будет ли Нари рядом с Шахином и придаст ему сил? Узнает ли Экмель, что баран – его сын? Смогут ли Джихан и Садык Ханем, видя отчаянное состояние Шахина, удержать его от самоубийства? После того, как Садакат Ханем расстреляла ее, Алия будет поддерживать порядок в особняке и нести всю тяжесть забот о выздоровлении семьи. Теперь она будет вести себя скорее как леди Ага, женщина, чем как врач. В отсутствие Джихан она будет заботиться как о детях, так и о жителях деревни, обеспечивая послушание тех, кто приходит к воротам особняка. Алия, которая когда-то была тенью Садакат Ханем, теперь сама станет этой тенью. После той ночи, когда все смотрели на нее со страхом, Алия, с ее спокойным характером, станет убежищем для женщин особняка. Она узнает не только о врачебной профессии, но и о лидерстве. Несмотря на боль, на ее лице появится след решимости. Так Алия постепенно примет роль леди Аги. Когда на жандармерию нападут, Джихан будет молчать несколько дней, пытаясь раскрыть тайны, стоящие за нападением. Он будет расследовать, кто слил информацию и кто организовал этот план. Подозрительное поведение Кадира, внезапное исчезновение Экмеля, внезапное вооружение жителей деревни – все это свяжется в сознании Джихана, словно звенья одной цепи. И, наконец, в конце этих звеньев возникнет одно имя – Экмеля. Он узнает, что она лично организовала налет жандармерии и свалила всю вину на Джихана. В этот момент его охватит не месть, а чувство возмездия. Потому что на этот раз Джихан будет действовать разумно, а не злобно. Когда Джихан найдет Экмеля, он не просто сдаст ее жандармерии. Он отвезет ее под покровом ночи в неизвестное никому место, подвал каменного дома за старой мельницей. Там они встретятся лицом к лицу. Пока Экмеля пытается играть в игру, Джихан посмотрит ему в глаза. «Ты сжег мою семью», — скажет он с тихой решимостью. В этой сцене не будет ни криков, ни драки, лишь безмолвная битва двух врагов. Джихан не захочет убивать ее, но он вселит в нее страх, которого она заслуживает. «Я не оставлю тебя наедине со смертью, я оставлю тебя жить в собственной тьме», — скажет он. В этот момент Экмель впервые по-настоящему почувствует страх. Тем временем Шахин узнает правду, которую его отец скрывал годами. Экмель пытался убить барана. Отцовская любовь и гнев в его сердце смешаются. Он осознает, какое чудовище скрывается за маской женщины, потерявшей все. «Ты не убил мою мать, но пытался убить ребенка», — подумает он про себя. В этот момент отцовская фигура в Шахине окончательно исчезнет. Он станет не сыном Экмеля, а человеком, следующим по пути Джихана. Но Аля не будет молчать. Она соберет жителей деревни на площади и объяснит им по порядку действия Экмеля. Она расскажет всем, как планировалось нападение той ночью, как Джихан попал в ловушку и как Садакат Ханем была застрелена. Жители деревни склонят головы, поняв, что их обманули. «Мы предали Джихана», — скажет один из стариков. Голос Али дрожит, но взгляд остается твердым. В этот момент жители деревни будут на стороне Джихана, а не против него. Особняк больше не будет врагом, он станет сердцем деревни. После всего этого Джихан не убьет Экмеля.
Потому что поговорка, которой его научила мать Садакат Ханем, эхом отзовется в его памяти, ничто, очищенное кровью, не остается чистым. Джихан сдаст Экмеля жандармерии и задушит его в ловушке, которую сам же и устроил. Эта капитуляция станет величайшей трансформацией в его характере. Он станет лидером, который будет руководствоваться своей совестью, а не гневом. Надежда возродится в глазах Каии. Слова врача «операция прошла успешно, но зрение, возможно, не полностью восстановится», напугают всех. Но Алья не сдастся. После нескольких дней лечения и ухода глаза Каии постепенно начнут видеть свет. Первое, что он услышит, — голос Зеррин. Этот дрожащий голос «Я здесь» разрушит тьму внутри Каии. Открыв глаза, он впервые увидит силуэт Зеррин. В этот момент связь между ними, разорванная годами, восстановится. Зеррин и Кая воссоединятся, но на этот раз их связь будет глубже. Их будет связывать не только любовь, но и пережитая боль. Зеррин появится перед глазами Каии, словно свет. «Я всегда была здесь», — скажет она. Кая возьмет его за руку и прошепчет: «Ты вытащил меня из тьмы». Однако Нари будет рядом с Шахином во всем этом хаосе. Она станет свидетельницей его отчаяния, его внутренней борьбы. Она не позволит Шахину винить себя. Она придаст ему сил, сказав: «Ты не несешь ответственности за поступки своего отца». В этом процессе Нари поймет силу как сердца Шахина, так и своего собственного. Шахин воспрянет благодаря ее поддержке. Экмель разыграет свою последнюю карту. Чтобы помешать планам Джихана, она узнает, что Баран на самом деле ее родной сын. Это знание разрушит ее разум. Когда она осознает, что пыталась убить собственного ребенка, она больше не сможет сбежать. Она будет разрываться между безумием и сожалением. Джихан подведет ее к зеркалу и скажет: «Посмотри на свое лицо, ты свой злейший враг». Экмель впервые замолчит. По мере развития событий настроение Шахина резко ухудшится. Она не сможет вынести предательство Экмеля, истинного лица отца и близости смерти своего брата Барана. В ночной тишине она возьмет пистолет. Как только он нажмет на курок, двери откроются, войдут Джихан и Садакат Ханем. Садакат Ханем, все еще раненая, но стоящая на ногах, скажет сыну в последний раз: «Я пришла даровать жизнь». Джихан возьмет пистолет из руки Шахина и обнимет его. «Ты мой брат», — скажет она. В этот момент из глаз Шахина хлынут слезы. Так история вступит в новую фазу. Джихан воссоединит свою семью, Али Ханем воспарит, как настоящий лорд, Зеррин и Кая вновь обретут свет, Нари и Шахин будут держаться друг за друга. Экмеля исчезнет во тьме, которую она создала. На этот раз никто не умрет, все возродятся, потому что каждый из них познает смысл боли. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления о новых видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.